Всем доброго здравия! Вы на канале Творческий сундучок, с вами Татьяна. Буду утилизировать джинсовые обрезки. Я взяла основу из плотной ткани, сверху положила более рыхлую ткань. Сюда можно положить синтепон, можно положить дублерин. Мне надо утилизировать как можно больше ненужных тканей. Поэтому я обойдусь без клеевых, без рыхлого наполнителя. Вот, буду раскладывать лоскутики в том виде, в каком они выпали из предыдущих работ. Техника эта называется ленивый боро. Не знаю, откуда пошло это название. Лоскуты накладываются друг на друга с небольшим нахлестом. Где-то нахлест этот может быть больше, где-то меньше. Но главное, чтобы основа не просвечивала. И чтобы лоскуты потом при нашивании хорошо держались друг за друга. Я буду подправлять кое-где, чтобы, где мне кажется, что вот этот край здесь мне интересен, я его вывела наружу. В процессе мы лоскутики периодически перекладываем, передвигаем, присматриваемся, как интересней. Ну и вот, когда уже все выложено, так, здесь вот небольшой уголочек, его надо тоже прикрыть. Как бы на этом закончить. И когда все уже выложено, можно временно закрепить отдельные лоскутики клеем карандаш. Без фанатизма, просто чтобы сцепка небольшая хотя бы была с основой. Вот. Иногда я обхожусь и без этого. Мне бывает достаточно закрепить булавочками. Так, здесь вот я вот таким образом положу. Так, а этот я выдвину, наверное, наверх. Ну и дополнительно можно еще воспользоваться булавочками. И затем я все это отстрочу по контуру швом зигзаг. Можно и прямой строчкой. Это уже как кому захочется. Ну и вот я все сколола. Лишний хвостик я отрежу. И можно под машинку. И вот так выглядит отшитое полотно. В общем, все открытые срезы я обработала швом зигзаг. После стежки полотно приобретает хорошую плотность. И вот эту деталь уже можно использовать для дальнейшей работы. Я люблю эту технику за ее незамысловатость. Она проста в исполнении. И, может быть, кому-то не нравятся вот эти лохматости, а мне это нравится. И можно из этого полотна уже что-то такое сшить, пустить на какое-то изделие. Но мне хочется его украсить. У меня есть вот такой небольшой кусочек органзы с рисунком, который я хочу сюда применить. После того, как я осноровила деталь, вся картинка у меня стала не умещаться на этом полотне. Я пришила один цветок, прошлась по контуру лепестков швом зигзаг. В середине я закрепила двумя прямыми строчками. Теперь мне надо разместить второй цветок. Я сдвину вот таким образом. Естественно, что стебель тоже изменит положение.
Для начала я обрежу лишнюю ткань по периметру пришитого цветка, по контуру лепестков, стараясь не задеть нить зигзага. И еще, девочки, я хочу сказать, что в связи с такой ситуацией, что YouTube начал очень сильно тормозить, это напрягает. Последнее свое видео я выкладывала, то есть оно у меня грузилось 4,5 часа. В общем, я предлагаю вам перейти на мой канал в Дзене. Под каждым моим видео есть ссылка на Дзен. Внизу под видео нажимаете на слово «Еще». Это слово выделено жирным шрифтом. Попадаете в описание, и там есть ссылка. Нажимаете на нее и попадаете на мой канал в Дзене. Также подписываетесь. На канале есть подборки по темам моих работ. Кстати, в комментариях можно размещать фото своих изделий, поделиться своим творчеством. Это очень вдохновляет, потому что ваши работы увидят другие зрители, другие мастерицы. Это расширит круг вашего общения. Ну вот, я закончила вырезать ткань. Сейчас я прикину, как лучше расположить второй цветок и стебель к первому цветку. Ну вот, пришитая аппликация. Стебель я перевернула на другую сторону. К стебельку приложила листочек. Это всего лишь подходящий лепесток от цветка. Разместила второй цветок. А деталь задней стороны я дополнила карманом от джинсов. Карман я тоже украсила аппликацией. Причем лепестки здесь сборные. Отдельно вот этот фрагмент. И неполный лепесток от другого цветка, ну и стебелек. Карман расположу сантиметров на 12 ниже верхнего среза. Следующим этапом я сошью ручки. Я распорола пояс от джинсов и разутюжила. Для плотности посередине я положу полоску из плотной ткани, а на нее такой же ширины полоску из тонкой джинсовой ткани. Дальше я подверну край пояса и закреплю наметочным швом. То же самое я сделаю и со второй стороны. И у нас получится вот такая ручка. Со стороны сгибов я проложила близко к сгибу прямую строчку. Посередине по открытым срезам я прошлась швом зигзаг. У нас осталась вот такая небольшая лохматость, но это в одном стиле с основными деталями сумки. Вот, карман пришит. Соединяю верхние части сумки. Соединила я обе детали и оформила уголки. На лицевой стороне сумки я фиксирую ручки. Я, как всегда, их немножко выдвигаю выше среза. И ориентируюсь по ручкам на лицевой стороне. На задней панели сумки я также закрепляю. Дальше зафиксирую ручки на машинке. Так, ну вот я закрепила машинной строчкой. В таких же размерах я сшила внутреннюю деталь сумки из подкладочной ткани. Здесь есть карман, отверстие для выворачивания. И вот теперь я вкладываю верхнюю деталь сумки таким образом, чтобы карман приходился к задней стенке сумки.
Совмещаем боковые швы. Также фиксируем булавочками. И пришиваем по периметру на машинке. Ну вот я пришила и вывернула, и девочки, посмеемся вместе. Сразу же бросилось в глаза, что я неправильно пришила ручки. Посмотрите, что получается, если я их отверну. То есть изнанка у меня осталась наружу. Да, и с этой стороны то же самое. Ну что делать? Сейчас я вот подпарю в тех местах, где пришив. Все распарывать, конечно, не буду. Вот, и вернусь к вам. Я все переделала, сколько шью сумок. Первый раз у меня такое. Ага, опять начала спешить. Так, и теперь отверстие для выворачивания надо зашить. Зашивать буду потайными стежками. Шов практически незаметен. Теперь осталось сделать отделочную и одновременно закрепляющую строчку по верхнему краю сумки. И вот она в готовом виде. Получилась мягкая сумка с легкой лохматостью. Ее приятно держать в руках. Ручки соответствуют общему стилю. Эту сумку я подарю, но я обязательно сошью еще одну такую сумку. Надеюсь, вам тоже понравилось. И я еще раз призываю вас перейти на мой канал с таким же названием «Творческий сундучок» в Дзен. Работать в Ютубе я не прекращаю, хотя уже перекрыли все, что можно. Тем не менее, я призываю вас подписаться на мой канал, если вы еще не подписаны. Также ставьте лайки, если вам нравится. Делитесь в соцсетях с друзьями. На этом я с вами прощаюсь. До скорой встречи.